Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 6 июня. Уделим внимание и церковному празднику, а также поговорим о том, кого в этот день почитают. Друзья, очень важная ценная информация. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас, друзья, на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. 6 июня Православная Церковь чтит память преподобных Симеона Столпника на Дивной горе и Никиты Столпника Переславского. Эти святые, жившие в разные эпохи и в разных местах, своим подвигом столпничества оставили значительный след в истории христианства. Симеон Столпник, родившийся в 390 году в Сирии, является основателем особого вида аскетического подвига – столпничества. В молодости он вступил в монастырь, но вскоре почувствовал желание уединиться и посвятить свою жизнь строгому посту и молитве. Сначала Симеон жил в небольшой хижине, а затем решил подняться на столб, высокую колонну, чтобы быть ближе к Богу и избежать земных искушений. Он провел на столпе 37 лет, непрерывно молясь и постясь. Этот подвиг стал символом духовной силы и преданности вере. Симеон получил от Бога дар исцелять душевные и физические недуги, предвидеть будущее. К его столпу стекались люди со всех концов, и многим он помог своими молитвами и наставлениями. Симеон умер в 459 году, оставив после себя множество последователей и почитателей. Преподобный Никита жил в XII веке в городе Переславль-Залесский. Он служил сборщиком подати при князе Юрии Долгоруком и был известен своим жестоким нравом и обидчивостью. Никита нещадно грабил горожан, собирая деньги для себя. Однако его жизнь изменилась, когда он однажды услышал за богослужением слова Священного Писания и духовно прозрел. Этот момент стал для него поворотным. Никита покаялся и посвятил себя молитве и служению Богу. Он удалился в монастырь, где стал вести строгий аскетический образ жизни. Никита практически все свое время проводил в столпе, оборудованном в келье. Он выходил оттуда только для участия в церковных службах. За свои подвиги Господь наградил его дарами врачевания и чудотворения. В 1186 году святой Никита погиб от рук своих родственников, которые увидели его тяжелые вериги и решили, что они серебряные, и убили его, чтобы завладеть ими. Симеон и Никита, столпники, являются примером великой духовной силы и преданности Богу. Их жизнь и подвиги служат напоминанием о важности духовного совершенствования и искренней веры. Память о них чтится православной церковью, и их жизненный путь вдохновляет многих верующих на путь к духовному возрождению и покаянию. История этих святых показывает, что даже самые грешные люди могут найти путь к Богу, если откроют свое сердце для покаяния и молитвы. Пусть их примеры будут нам напоминанием о силе веры и молитвы в нашей жизни. Также 6 июня Православная Церковь отмечает день прославления в лике святых блаженной Ксении Петербургской. Эта дата посвящена памяти великой святой, жизнь которой стала удивительным примером самоотречения, чудес и великой веры. В 1988 году Ксения была причислена к лику святых, и с тех пор 6 июня стала знаменательным днем для всех верующих. Ксения Петербургская жила в XVIII веке в Санкт-Петербурге. Ее история полна духовных подвигов и чудес. После кончины мужа Ксения выбрала путь юродства. Отказавшись от мирской жизни, она посвятила себя служению Богу и помощи людям. Она раздала свое имущество бедным и стала вести скромную и аскетическую жизнь, странствуя по улицам города в одежде своего покойного мужа.
Смоленское православное кладбище в Санкт-Петербурге стало местом, где покоятся останки Ксении Блаженной. Здесь находится часовня, куда люди приходят с самыми сокровенными просьбами и мольбами. Чудеса, приписываемые Ксении, многочисленны и разнообразны, от исцеления и помощи в трудных жизненных ситуациях до укрепления веры и нахождения духовного пути. Ксения Петербургская выбрала необычный путь духовного подвига, и родство, к которому она прибегла, было признанием полной преданности Богу и отказом от мирских благ. Она принимала на себя образы безумства, чтобы своими действиями и словами передавать глубокие духовные истины. Многие считали ее безумной, но постепенно люди стали замечать, что Ксения обладает даром предвидения и исцеления. Свидетельства о чудесах, связанных с Ксенией, продолжают привлекать паломников к ее могиле. В часовне на Смоленском кладбище постоянно происходят случаи исцелений и исполнения самых сокровенных желаний. Ксения помогает людям найти утешение в бедах, решить сложные жизненные проблемы и обрести внутренний покой. Особую помощь Ксения оказывает в вопросах семьи и материнства. К ней обращаются с молитвами о замужестве, счастливой семейной жизни, рождении детей и избавлении от бездетности. Считается, что она покровительствует молодоженам и помогает в укреплении брака. Девочки и мальчики, в описании к этому видео мы оставим к вам молитву Ксении Петербургской, которую вы можете прочитать именно 6 июня. А вот в народном календаре этот день назвали как Симеонов день, также известный как Никита Столпник, Дикая Роза или Шиповников день. В этот день в центре внимания оказывается шиповник или свабариное дерево, как его еще называют. Это растение с его целебными свойствами с древних времен занимало важное место в народной медицине и в бытовых обрядах. Симеонов день совпадает с церковным праздником преподобных Симеона Столпника и Никиты Столпника. В народе же этот день был посвящен шиповнику, кустарнику с яркими красными плодами и ароматными цветами. Шиповник или дикая роза считался символом здоровья и красоты. Его название «свабариное дерево» имеет загадочное происхождение, но его роль в народных верованиях и медицине была неоспорима. Шиповник, известный также как дикая роза, окружен множеством легенд и мифов. Его нежные цветы и полезные плоды с древних времен вдохновляли людей на создание красивых историй, одна из которых рассказывает о происхождении этого удивительного растения. В одной из деревень жил молодой атаман, который был безумно влюблен в юную красавицу. Однако у девушки было свое сердце, и оно принадлежало другому парню. Родители девушки, зная, что ее избранник беден, решили выдать ее замуж за богатого атамана, надеясь на лучшую жизнь для дочери. Осознав, что не сможет уговорить родителей на свадьбу со своим любимым, девушка приняла отчаянное решение. Она убежала в лес и свела счеты с жизнью, не видя другого выхода. На месте ее гибели вскоре вырос красивый куст, покрытый нежными цветами. Этот куст стал символом ее несчастной любви и утраченных надежд. Однако однажды мимо этого куста проходил атаман, который продолжал грустить о потере любимой. Увидев прекрасные цветы, он решил сорвать несколько, чтобы отнести их на могилу девушки. Но как только он дотронулся до куста, тот мгновенно покрылся шипами, не давая сорвать ни одного цветка. Атаман понял, что это знак, его возлюбленная никогда не простит его за то, что он разрушил ее счастье. Шиповник или дикая роза – это не только красивое растение, но и мощный символ. В разных культурах шиповник олицетворяет различные аспекты жизни, такие как любовь и молодость. Нежные цветы шиповника ассоциируются с юной, чистой любовью и беззаботной молодостью. В некоторых странах букет из диких роз дарят молодым девушкам, желая им счастья и красоты. Также с древних времен шиповник использовался и в косметологии. Настои из его лепестков помогали сделать кожу светлой и нежной, а его плоды использовали для укрепления волос. Шипы шиповника напоминают нам о том, что истинная любовь требует терпения и может быть защищена от внешних угроз. Это растение символизирует крепость духа и способность защищать свои чувства.
На Руси шиповник считался универсальным лекарственным растением, которое помогало при многих болезнях. Его плоды богаты витаминами и полезными веществами, которые использовали для приготовления лечебных отваров и настоев. Отвары из плодов шиповника помогают укрепить иммунную систему и защитить организм от простудных заболеваний. Лепестки шиповника прикладывают к ранам для ускорения заживления. Настой из шиповника используется для улучшения работы сердца и укрепления сосудов. Девушки делали настой из ягод дикой розы, которыми умывали лицо, чтобы сделать кожу светлой и нежной. Шиповник также был незаменим и в косметических процедурах. Девушки делали настой из ягод дикой розы, которыми умывали свое лицо, чтобы сделать кожу светлой и нежной. Варенье из лепестков шиповника использовали для очищения крови. Симеонов день был богат на традиции и народные приметы. Считалось, что с именно этого дня начинается настоящее лето. Одной из главных традиций была связана с шиповником. Люди верили, что цветение шиповника приносит румянец года, делая его плодородным и благополучным. В этот день было принято высаживать шиповник в садах, чтобы он приносил здоровье и благополучие всей семье. Плоды и цветы шиповника собирали для приготовления лечебных средств и косметических настоев. В этот день проводили обряды очищения, используя отвары из шиповника для омовения и для свежести. Также многие народные приметы Симеонова дня были связаны с погодой и с урожаем. Если в этот день шиповник цветет обильно, год будет плодородным и успешным. Если на Симеонов день идет дождь, значит весь июнь будет дождливым, а урожай огурцов и других овощей будет обильным. Если день ясный и солнечный, лето будет теплым и сухим, что благоприятно для сбора сена и злаков. Также этот день был насыщен позитивной энергией и благоприятен для множества начинаний. Вот что можно делать в Симеонов день, чтобы привлечь удачу, радость и финансовое благополучие. В Симеонов день особенно было благоприятно возвращать или получать долги. Это действие не только приносило финансовую стабильность, но и открывало новые возможности для заработка. Народная примета говорит, что деньги, полученные в этот день, не стоит сразу тратить. Лучше отложить их, и вскоре сумма может значительно вырасти. Также это время идеальный подход для финансового планирования и накопления. Симеонов день тесно был связан с шиповником, который считался символом красоты и защиты. В этот день рекомендовалось украсить дом цветущими веточками шиповника. Они принесут радость, удачу и любовь в ваш дом. Однако есть одна интересная традиция. Перед тем, как срезать веточки шиповника, нужно исполнить веселую песню или даже станцевать около растения. Этот ритуал, считается, поможет напитать шиповник позитивной энергией, который потом и передастся вашему дому. Также этот день благоприятен для занятий творчеством. Это может быть написание стихов, рисование, рукоделие или любое другое творческое занятие. Важно не стремиться к созданию гениальных произведений, а просто наслаждаться самим процессом. Творческий акт Симеонов день поможет раскрыть внутренний потенциал и принести удовольствие. Симеонов день – это время радости и веселья. В этот день нужно смеяться, веселиться, проводить время с близкими людьми. Народная мудрость говорит, что радость и смех в этот день помогут прогнать все печали и проблемы. Поэтому организуйте семейные встречи, пикники или просто проведите день в приятной компании. Также в этот день принято было помогать тем, кто нуждается в какой-либо помощи. Благотворительность и добрые дела принесут вам радость и духовное обогащение. Считается, что в Симеонов день хорошо проводить очистительные ритуалы. Можно провести уборку дома, выбросить старые ненужные вещи, освободить место для новой энергии. Также в этот день полезно заботиться и о своем здоровье. Рекомендуется принимать травяные ванны, заниматься йогой или медитацией, а также проводить время на природе. 6 июня отмечается Симеонов день, и этот день сопровождался множеством народных поверий и запретов, которые следует соблюдать, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу. В Симеонов день строго-настрого запрещается унывать и грустить. На Руси верили, что если 6 июня человек будет печалиться, его настроение не улучшится аж до самой осени.
Поэтому это день, когда нужно радоваться, веселиться и проводить время в кругу близких и друзей, избегая любого негатива. Женщинам и девушкам в этот день нельзя умываться чистой водой, чтобы не появилось пигментных пятен на лице. В воду для умывания нужно добавить лепесточки шиповника, который в Симеонов день обладает особенной целебной силой. Такой ритуал сделает кожу чистой, светлой и бархатистой. Также запрещено срывать цветы шиповника, так как это может привести к потере любимого человека. Считается, что срыв цветов в этот день может спровоцировать тяжелый разрыв, справиться с которым будет нелегко. Собирать цветы шиповника разрешается только травникам и исключительно для лечебных целей. Нельзя делиться своими проблемами и бедами с другими людьми. В противном случае они могут стать еще тяжелее. Лучше поделиться горестями с цветущим кустом шиповника. Считается, что он поможет найти скорое решение проблемы и сможет облегчить душевное состояние. Если через дорогу перебежала черная собака, это предвестник беды. Чем крупнее животное, тем серьезнее будут последствия. В таком случае рекомендуется вернуться домой и отложить в этот день все дела, чтобы избежать несчастья. Также нельзя давать деньги в долг даже самым близким людям, так как они никогда не будут возвращены. Также не стоит брать деньги в долг самому, потому что отдавать их будет трудно. Однако, если удастся рассчитаться с долгами в этот день, это принесет удачу и богатство. В этот день также не рекомендуется расставлять вазы с цветами в доме. Считается, что по мере их засыхания начнут портиться семейные отношения. Завядшие цветы могут принести ссоры и конфликты между супругами, которые не закончатся еще долгое время. Запрещено в этот день стирать руками и ходить в баню. Народные поверья говорят, что можно смыть с себя удачу. В этот день лучше избегать любых процедур, связанных с водой, которые могут негативно повлиять на энергетическое состояние человека. Также в этот день нельзя злиться, суетиться, сплетничать. Эти действия привлекут неудачи, которые будут преследовать человека до осени. В Симеонов день важно сохранять спокойствие, доброжелательность и, конечно же, позитивный настрой. Помните о том, что 6 июня у нас с вами зеркальная дата, и этот день окружен множеством народных поверий и суеверий. Поэтому в этот день очень важно быть внимательным к своим действиям и поступкам, чтобы не навлечь беду и не испортить себе удачу. Вот такой, друзья, у нас с вами день 6 июня. Обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал, у нас много полезной, важной и нужной информации, которую вы нигде не найдете. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.